Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто хочет с вами интима? Бывшая или новая? Давайте-ка пошалим. Сегодня снова будет такая у нас клубничка. Устраивайтесь поудобнее. Можете провалидолиться. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Ну, даже уже неудивительно, постоянно выпадает, что вы настолько вот семейно ориентированный человек. Очень светлый, вы очень позитивный, жизнерадостный, но это было до поры до времени. У некоторых может проигрываться, что сейчас вам не до радости, не до веселья, абсолютно. У кого-то этот период уже чуть позади прошел. Почему вам грустно, печально и тоскливо? У вас очень непростой период был в жизни. Очень непростой, касается это чувств, эмоций, это касается разрушения отношений, да, это связано с прошлым очень плотно. Опять же, да, вот из расклада в расклад у нас сигнификация и повторяется, что тяжелый период. У кого-то сейчас он продолжается, да, вот если вы недавно вот разошлись, ну, относительно недавно, потому что затяжной период тоже может быть такой. Кто-то чуть раньше был в таких вот эмоциях, да, когда было очень плохо, когда вы ну, довольно себя чувствовали так апатично, да, вот, может быть, депрессия у кого-то была, что не хотелось вообще никого и ничего. Но, тем не менее, вот семья у вас, ну, на первом месте семья. Это ваша главная, вот, главная ценность ваша. Вы просто, ну, не мыслите себя. И после семьи вы вдруг стали абсолютно одиноким. Вот вы не можете без семьи. Вы такой человек, которому, ну, жизненно необходима просто семья, пара, да, вот дети. Вот настолько еще может проигрываться, что вы скучаете очень сильно за детьми. Особенно это касается тех из вас, кто так часто не может видеться с детьми, как хотелось бы, либо же вообще не видеться с детьми. Ну, то есть ситуация одиночества у вас проигрывается. Вы человек очень романтичный, да, вот вы готовы мчаться на край света, вы готовы вот для любимой, ну, все к ее ногам, когда вы любите. Но сейчас я вот не вижу у вас какой-то такой, знаете, вот зазнобы, да, вот я не вижу новой пассии, которая смогла бы покорить ваше сердце. То есть состояние одиночества сейчас проигрывается однозначно. Так, что еще? Ну, здесь любовный треугольник проигрывается. Любовный треугольник, да, с женщиной, которая находится сейчас не с вами. Это было предательство, да, мы не будем углубляться в это. Вы еще очень хороший вот сын, да, вы были хорошим мужем, вы хороший сын. У кого родители еще живы, либо же, если там раньше они были живы, то вы всегда старались родителям помочь, там кто-то финансами, да, кто-то, может быть, делом помогали. Вы человек еще очень мечтательный, вы, знаете, вот вы всегда на что-то надеетесь, но у вас как-то вот настрой всегда был на позитив, пока не случилась, конечно, вот эта вот беда, которая произошла у вас в отношениях. Личной жизни я пока, вот как говорила, я не вижу у вас новой женщины. Причем вот сейчас у вас главная ценность это деньги, да, вот. Но деньги, я имею в виду не то, чтобы ценность в таком вот прям смысле. У вас ценность это семья, да. Неправильно я выразилась все-таки. Вот главное то, чем вы занимаетесь, да, вот именно зарабатывание. Вы ушли с головой, окунулись вот именно в работу, в заработок, да. Это единственное, чем вы, ну так, плотно, глубоко сейчас заняты. То есть на отношения какие-то, на девочек вы абсолютно не распыляетесь. Плюс вы не видите в своем окружении таких достойных женщин. Это даже те из вас, которые уже не находятся в таком плачевном состоянии. Вот, ну не видите вы претенденток на звание своей там любимой женщины, так скажем, да. Даже проигрывается, что у некоторых из вас, ну, затяжная пауза даже в интиме может проигрываться, да.
Причем, опять же, это все было осознанно, потому что, ну, вы такой человек, который вот, даже вот интим, то это только с любимой женщиной. Это не потому, что вы там прям такой монах, да, ну, вот воспитание у вас такое, да, вот должна быть одна любимая, и вот с ней. Вы не приемлете сегодня одна, завтра вторая, послезавтра третья, да, вот вы скорее будете там, пусть даже мучаться в каком-то смысле, да, потому что, ну, воздержание это тоже не на пользу идет. Но, тем не менее, вы предпочитаете лучше тихо сам собою, да? Ребята уже смеются с этой моей фразы, да? Правою рукою, левою рукою, да? Ну, это уже кому как удобно. Я не буду уточнять, кто какой рукой, но тем не менее. Вы считаете, что лучше я буду один, чем лишь бы с кем попало? Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Но я думаю, есть. Итак, давайте-ка смотреть, кто же пришел к нам на расклад, кто хочет с вами интима. Это бывшая или новая? Итак, барабанная дробь. Кто к нам сейчас пожалует? Смотрим. Фурия Гарпия или новая? Кто к нам пожалует? Смотрите, у вас будут отношения и с новой женщиной. Но сейчас еще я другой момент уточню по поводу бывшей. Пусть небольшая интрига будет. Смотрите, в вашем окружении есть женщина, которая очень мечтает с вами зароманить. Ну, не только, я не имею в виду одноразово. Женщина моложе, женщина, скорее брюнетка будет проигрываться. Она такая очень легкая, она в чем-то беспечная, да. Она, ну вот как девчонка, вот босячка какая-то, да, вот она такая по настроению, ну я имею в виду по характеру, по настроению, это не значит, что она там такая сею-вею, но она настолько вот веселая, жизнерадостная, активная, да, у нее нет тараканов в голове, вот этих каких-то заморочек, какие обычно бывают, там, может быть, у женщин в возрасте, грузят и себя, и других. Нет, это живет очень так, знаете, вот по наитию. Вот сегодня день прожили и хорошо. Вот она живет сегодня, здесь и сейчас. Она живет одним днем. И она в вашем окружении, она вас знает. Я не буду сильно углубляться, да, потому что я не хочу программировать, но вы так навскидку подумайте, кто это может быть. Плюс небольшая интрига вам не повредит. Вы знаете эту женщину, вы с ней пересекаетесь. Она очень хочет с вами зароманить. Так, почему до сих пор не зароманили? Хорошо, почему до сих пор не зароманили? Потому что вы были не свободны. Она знала, что у вас была женщина, да, ну, жена там, либо отношения длительные. Плюс у нее были отношения тоже. На тот момент у нее скорее даже семья проигрывалась, но сейчас у нее нет. У этой женщины тоже обман проигрывается с ее мужчиной, да. Может даже проигрываться, что она была беременна, он ее обижал даже беременную. Это трэш, конечно, но такие случаи довольно часто бывают, что даже беременных женщин и бьют, и обижают, ну то есть это кошмар. Поэтому она, да, она вот заметила вас. Она, ну как сказать, это не то, чтобы прям безумная любовь, но симпатия, вот какая-то страсть как к мужчине, да. Это появилось давно, но она не решалась. Во-первых, она была в отношениях, вы были в отношениях, поэтому вот эти вот неопределенности, они, конечно же, были. Так, что будет дальше? Вот все-таки давайте мы с этой сначала закончим. Будут ли у вас все-таки с ней отношения? Или же это на уровне фантазии останется? У вас не то, что отношения с ней будут, у вас даже семья может с ней проиграться. Она станет вот вашей любимой женщиной. Королева кубков у нас выпала, да? Еще и беременная королева кубков. Так что кто хочет детей, пожалуйста, дерзайте. Причем здесь проявитесь вы к ней. Вы ее заметите. Я не говорю, что это завтра случится, да, но как-то вот обоюдно, да, вот вы будете общаться, и вы начнете, может быть, телефон у нее там брать, я не знаю, может быть, в гости приглашать, на свидание приглашать.
Ну, то есть вот первый толчок именно к сближению сделаете вы. Да, она давно хотела, но вот как-то она не решалась. Вот ей как-то неудобно было, да, вот мало ли, как вы там среагируете. Тем более вы были не свободны. Сейчас вы, через какое-то время, вы ее заметите, и уже у вас будут отношения, которые приведут даже к браку. Она станет вашей любимой женщиной, причем по-настоящему любимой женщиной. Давайте посмотрим. Все-таки страсти у нас сегодня, да, в раскладе. Насколько у вас будет страстный интим, роман или же не очень? У нее тоже, кстати, было, ну так, длительное, скажем, воздержание. У нее давно не было тоже мужчин. У вас будет не то, что просто интим. У вас жизнь превратится, знаете, вот как, даже не знаю, какое слово подобрать, это будет сплошной интим. Ну, так, если по-простому назвать, да. Для тех, кому больше 18, я надеюсь, младше здесь нет. То есть это будет настолько вот бурно, это будет страстно, это будет, как я говорю, по всей Камасутре, да, это то состояние, когда вот люди не вылазят из постели, это состояние, когда вот хочется всегда и везде, да, этим заниматься с человеком, причем те из вас даже, которые уже позабыли, что такое все эти бурные страсти, вы вспомните, еще и как вспомните, причем знаете, вот вы когда будете делиться кому-то вот из своих друзей, что у вас такая вот дамочка появилась, вам еще и друзья-приятели будут завидовать, что у вас такие страсти, мордасти появились. Понятно, что вы не будете углубляться, да, не будете интимные подробности рассказывать, но тем не менее я вас призываю, тренируйтесь, да, держитесь, ребята, потому что сил потребуется много, но опять же это в хорошем понимании. Потому что женщина довольно страстная, довольно темпераментная, да, вот такое ощущение, что вот два голодных в этом плане человека дорвались друг до друга, когда вот хочется, ну, просто порвать как тузик грелку, когда хочется партнера, ну, просто, ну, съесть, так сказать, да, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому вас ждут грандиознейшие страсти с новой женщиной. И давайте-ка посмотрим, потому что мне там показалось немножечко, что-то там промелькнуло из прошлого. Давайте посмотрим, трэш это или не трэш. Итак, хочет ли бывшая с вами интима? Давайте-ка посмотрим. Она хочет интима, но она понимает, что она его не получит. Потому что вы, если и общаетесь с ней, то это либо там по поводу детей вы общаетесь, либо, может быть, какие-то финансовые вопросы, какие-то нерешенные дела, там суды, может быть, у кого-то, да. Вот она голову ломает, как бы можно вас заарканить, да, вот ей хочется пошалить с вами иногда. Ну, прекрасно понимает, что у нее ничего не получится, вы ее как-то вот то ли отшиваете, так отбреваете, да. Она, кстати, будет пытаться, она будет делать какие-то поползновения в вашу сторону, ребята, вот бывшая. Это может быть, знаете, вот как обычно это делается, под предлогом каким-то, какие-то там, я не знаю, посиделки, в гости прийти, пригласить, да, вот даже к детям, допустим, вы придете, она вас там на рюмку чая может пригласить, либо еще там что-то там починить, там, ну я не знаю, пригласит, что-то выдумает. То есть она может объявиться, но здесь такой будет небольшой подтекст, именно чтобы зароманить с вами, да, но зароманить одноразово, я имею в виду, да, вот именно про интим я сейчас говорю. Понятно, что роман с вами как таковой ей не нужен. Вот ей, я не хочу сейчас углубляться, но ей тоскливо вот именно в таком, в интимном плане. Вот у нее проблемы там проигрываются, поэтому она вот хочет вот пошалить хотя бы с вами, да, вот вспомнила, что есть где-то там, да, бывший, с которым можно пошалить. Но только она забыла, что бывшему она сделала больно, что бывший не хочет ее даже на пушечный выстрел в этом плане подпускать, что бывший себя не на помойке нашел, да. Поэтому вот она будет пытаться какие-то такие поползновения к вам, но опять же это будет не напрямую, да, она же не придет, не скажет «я хочу тебя», да.
Она будет это так очень-очень осторожно, потихонечку, полигонечку, а там уже как карта ляжет. Вот. Ну, у нее ничего не получится, это 99,9, да, потому что, вот я вам скажу, даже если бы вы согласились на это, ну, у вас было бы состояние после этого, как будто вас вот, ну, помоями облили. Ну, приблизительно так вот. Поэтому, ребята, вот как-то так. Основной интим у вас будет, конечно же, с новой. Ну, а бывшая пусть остается у разбитого корыта и скачет по своим грязным и вонючим жезлам. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!